Спасибо, что смотрите мой обзор по объективу Yangnuo 85 мм с открытой диафрагмой 1.8. Здесь в коробке инструкция по нему, гарантийный талон, в общем-то, и сам объектив. Да, вот он кофр идет, сюда бленда. Фирма Canon на бленде экономит, ее надо покупать отдельно. Да, это автофокусный объектив. Открытая диафрагма у него 1.8, максимальная 18. Проверял на двух фотоаппаратах. 50D это с кроп матрицей и 6D это с полноматричным. Конечно, ведут они себя друг друга по-разному на этих фотоаппаратах, потому как матрица имеет значение. То есть на полной матрице он размывает больше, на кропе меньше. Ну и там размытие присутствует. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 85 мм и позиционируется как портретный объектив. Минимальное расстояние до объекта для наводки на резкость 85 см. Сборка на пятерку, люфтов не заметил. Диаметр под светофильтр 58 мм. Мотор не ультрасоник, поэтому тихой работы от него не ожидайте. По скорости наводки на резкость работает шустро и цепко. Я говорил о центральной точке фокусировки. Стабилизатора изображения нет. Диафрагма имеет 8 лепестков, поэтому объекты в максимальном размытии будут иметь форму восьмигранника. Объектив поддерживает как автоматическую, так и ручную наводку на резкость. Для этого служит переключатель режима фокусировки на объективе. Ручная доводка резкости при включенном автофокусе присутствует. Объектив светлый, поэтому позволяет наводиться на резкости вручную. Для снимающих в формате JPEG у меня для вас плохая новость. Бодики Canon 50D и 6D с последними прошивками не увидели данный объектив для коррекции хроматических аберраций. Поэтому программное обеспечение камер не будет убирать эти аберрации из файлов. Но думаю, это временное явление, новые прошивки камеры решат эту проблему. А пока, дамы и господа, снимайте в RAW и будет вам счастье. Ручная юстировка работает без проблем. Хотя на обоих камерах объектив попал в ноль, юстировать не пришлось. Бленда крепится стандартно, как и на фирменном объективе от Canon, двумя зажимами по бокам. Не скажу, что это супер-пупер, но работает, хотя держать и переносить фотик за бленду однозначно не стоит. Вес объектива с блендой 512 грамм, судя по весу в нем действительно 9 элементов в 6 группах. На внутренней поверхности линзы объектива обнаружил дефект – пузырек воздуха. Но помню, как в моем пленочном фотике Киев 19 на объективе Гелиус этих пузырей было дофига. Но они никак не влияли на качество съемки, поэтому этот дефект считаю не критичным. В настоящее время фирма Yangnuo выпустила еще один портретный объектив с фокусным расстоянием 100 мм и открытой диафрагмой 2.0. По цене они приблизительно похожи, разница в $10 я не считаю глобальной. Но такое фокусное расстояние накладывает определенные неудобства при съемке в ограниченном пространстве. Я имею в виду комната, когда нет дальше места отойти, объект не помещается, так как хотелось бы снять. Поэтому я выбрал 85 мм. Более подробно я бы хотел показать это все на тестовых фотографиях. Ну что ж, посмотрим. Съемка проводилась со штатива. Был распечатан тест для проверки резкости объектива по всему кадру. Начнем с 50D, диафрагма 1.8. Когда я вначале увидел эти тесты, да, я был в таком немножечко разочаровании, потому как правый край здорово заваливает,
середина более-менее резко, и левый край, ну, достаточно резко. Посмотрим 2,5. Здесь резкость немножечко наладилась, середина резко, левый край тоже резко. 3,5 лучше, 4,5 и еще лучше, 5,6 совсем хорошо. Резкость получилась по всему кадру, и хроматические аберрации тоже ушли. Если здесь они были явно выражены, то здесь их практически нет. Аналогичная ситуация и с полной матрицей на фотоаппарате 6D. Правый край заваленный, середина резко, левый край немножечко тоже завален. 2,5 немножко лучше, 3,5 хорошо, еще лучше, 5,6 отлично. Резкость по всему кадру. После того, как я посмотрел все эти тесты, я собирался уже объектив отсылать продавцу. Но реальные фотографии, они выглядят совсем по-другому. Не так, как на тестах. Ну, давайте посмотрим. Я фотографировал двумя фотоаппаратами с кроп матрицей 50D и с полной матрицей 6D. Начнем с мишки. 6D, диафрагма 1,8. Резкость была наведена на глаз. Я считаю, отлично. Так, игрушка. Резкость наведена вот на вот эту штуку. Да, она здесь присутствует. Все остальное не резко. Еще статуэтка. Резкость я наводил сюда. Рядом была ваза. Резко. Все остальное в резкость не попало. Это диафрагма 1,8. Посмотрим фотографии, портреты в полный рост. Фотоаппарат 6D. Здесь явно видно степень размытия. Вот при 1,8, дальше 2,5, 3,5, 4,5. Чем больше диафрагма, тем меньше размытия. Аналогично и в полный рост. Один, 2,5, 3,5, 4,5. Если здесь людей можно распознать, то на 1,8 просто размытые лица. Аналогично себя ведет объектив и на фотоаппарате с кроп матрицей. Портрет 1,8, задний план размыт, 2,5, размытие чуть меньше, 3,5, 4,5. То есть свою функцию объектив полностью выполняет. Посмотрим полный рост. Один и 8, 2,5, 3,5, 4,5. Так, разница между фотоаппаратами 50D это слева и 6D это справа. Диафрагма 1,8.
Размытие присутствует на обоих фотографиях, ну на кропе, мне кажется, размытие немножечко меньше. Посмотрим размытие на портретах фотоаппарата 50D. 1,8, 4,5. Разница существенная. Против солнца объектив ловит блики, причем очень часто, и начинает тупить по поводу наводки на резкость. И здесь, я смотрю, присутствуют хроматические аберрации, в автомате они не убрались. Фотография 50D, диафрагма 5. Против света на 6D объектив ведет себя аналогично. Ловит блики, тупит по наводке резкости. Ну, единственное, что ореолов сумасшедших здесь я не вижу, как на 50D. Значит, это еще зависит и от матрицы. 6D, диафрагма 2. Объект резко, ореолов нет, задний фон размыт. Так, диафрагма 2, портрет. Объект резко, маленькие ореольчики, не критично. Так, 1,8. Задний план размыт. Резкость присутствует, нормально. Так, и последнее, портрет. 2,5. Хроматических аберраций я не вижу. Резко. Задний план размыт. Итак, мои выводы после работы с объективом Yangno 85 мм. К минусам я отнесу заваливание резкости по правому краю кадра на моем экземпляре. Небольшие хроматические аберрации на открытой диафрагме, блики при съемке в контровом свете при наличии бленды. Хотя, может быть, просто нужно приловчиться. Шум мотора при наводке на резкость я не считаю за большой недостаток. Для меня это не критично. К плюсам я отнесу то, что объектив достаточно резкий. 1,8 диафрагма рабочая. По центральной точке резкость наводит быстро. И, конечно же, основной плюс можно поставить за заявленную стоимость объектива, которая в половину ниже стоимости фирменного объектива от фирмы Canon. Я считаю, что для тех, кто хочет сэкономить на стекле, это будет неплохой вариант. Надеюсь, что мой обзор для вас был полезен. Постараюсь ответить на ваши вопросы по объективу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новой встречи на следующем обзоре, на котором я хочу рассказать вам о ручном светодиодном свете от этой же компании под названием Yangno 360.